В этом уроке разберем все, что нужно знать о пропорциях человеческого лица начинающему, как рисовать части лица, основные фишки и особенности. Полный видеоурок без ускорения в реальном времени можно посмотреть по подписке на Boosty, а также все остальные уроки и статьи по рисованию, видеоразборы работ других участников. Ссылка в описании. Начинаю с компоновки на листе. Где-то под размер своей ладони будет у нас длина головы. Отмечаю, где будет макушка и подбородок. И разделяю сразу лист пополам осевой линией. Она у нас ровно пополам делит наш лист. И смотрю, чтобы она не заваливалась и была параллельно краям листа. Дальше делю эту линию уже по вертикали пополам. Это у нас будет линия глаз. Глаза на самом деле находятся на середине лица. И чуть выше нее, где-то на 2-1,5 см, отмечаю линию бровей. И уже от линии бровей до подбородка делю ровно пополам, там у нас будет нос. Тут главное не перепутать не от линии глаз, а именно от бровей. И точку линии роста волос я уже отмечаю относительно этих двух найденных нами величин. То есть расстояние от подбородка до носа и от носа до бровей у нас откладываю вверх от бровей до волос. То есть у нас 3 равные части, основные пропорции лица. Размеры губ нахожу очень просто, делю расстояние от носа до подбородка на 3 равные части. Дальше я беру расстояние от макушки до носа, у нас это будет ширина головы. И я его отмечаю так, чтобы наши засечки с двух сторон были симметричны от нашей осевой линии. И уже через эти точки провожу кружочек, это наша масса головы, которой мы по касательным линиям рисуем скуловые точки, где-то на уровне разреза губ или на верхней губой. Рисую очень угловатыми линиями, так проще, особенно если вы начинаете, потом удобнее их чуть сгладить эти углы, чем если бы мы, наоборот, сразу попадали бы в плавные линии на первых этапах. В целом, и я до сих пор так рисую, сначала набрасываю угловато. Это такой академический подход. Находим расстояние между глаз. Я беру расстояние от подбородка до нижней части губ. У нас будет расстояние между глаз, и влево и вправо откладываю еще наше расстояние глаз. То есть есть такое правило, что между глаз помещается один глаз. И здесь мы уже очень просто рисую вниз вертикальной линии и вверх. Мы находим точки бровей и расстояние носа, его ширину. Дальше я рисую одновременно 2 брови. Рисую и правую, и левую одновременно. Провела у правой линию, у левой. И так, пока все брови нарисованы, тоже рисую угловато, такими болванками. Уголок брови, где она заканчивается, находится где-то между внешним контуром глаза и нашим овалом лица. Дальше отдельно на листе разбираю нос, советую вам тоже так сделать. Рисую 3 массы носа, они нам помогают нарисовать эту вот нижнюю линию. Обвожу нижний большой кружочек, а в маленьких, это крылья носа, рисую маленькие петельки. Это ноздри. И уже сверху обвожу мне нужные линии, затемняю нижнюю площадку, добавляю вот этот верхний торец. Да, так у нас нос, это призма носа, и снизу она у нас темненькая. И теперь то же самое, потренировавшись на отдельном листике, я рисую, уже вставляю в наш портрет. Опять-таки эти 3 массы, нижняя дуга с ноздрями, и обвожу немножко крылья носа. Дальше вот эти кружочки я уже совсем убираю, они мне помогли нарисовать то, что мне нужно, и можно их убрать. Следующим этапом рисую спинку носа. Вот здесь я ее раскладываю на обычной призме, начинаю с переносицы, отмечаю ее где-то между бровями и глазом, опускаю прямые 2 линии и увожу верхние такие по дуге к бровям. Губы рисую очень легко, отмечаю сначала вот такие серединные галочки. Ширина наших губ где-то 1/3 от глаза, сразу ставлю засечки и уголки губ делаю чуть повыше, чтобы наш портрет немножко улыбался. Из наших галочек уже довожу линии до уголков губ, подчеркиваю немножко объем верхней губы, она темнее, и под нижней губой. И в целом наши губы готовы, какие-то легкие подправления. Дальше отмечаю фильтром, тоже легкими тональными соотношениями, свет у нас слева сверху, и поэтому правые стороны у них фильтром в затемнении, там я и делаю легкую тень. Отмечаю, докуда у нас пойдет верхнее веко, это где-то между бровью и линией глаз, делю пополам. Дальше отмечаю направление нашего глаза, он может быть как по прямой линии, наискосок, так и вниз, капелькой. Тоже отмечаю эту точку и делаю ее чуть повыше. Отдельно разбираю глаз, рисуем сначала верхнее веко. Основные ошибки, когда не рисуют слизнячок, да, рисуют вот таким остреньким маленьким, а он там такой довольно внушительный, как носик дельфинчика. И под него есть тоже своя дуга. Сильно вниз я глаз не увожу, наша прямая линия это уже граница нижнего века. Также не забывайте, что нижнее веко как бы прячется под верхнее и идет по такому скруглению. И слизнячок у нас тоже кругленький, да, именно вот как по форме глазного яблока. Складку рисую над верхним веком, повторяя его изгиб. У нижнего века добавляю слизистую, она на маленький миллиметрик чуть ниже нижнего века. И точно так же складка у нижнего века.
Теперь добавляю глаза в наш портрет. Рисую 2 глаза сразу одновременно. Сначала верхнее веко у правого глаза, потом верхнее веко у левого. Сразу смотрю на изгибы 2 глаз, как они получились, и их сразу друг с дружкой сравниваю и меняю. Только так получится у вас ровные симметричные глаза. И продолжаю дальше, добавлять складку верхнего века, нижнее веко, маленький отступ, не забываю про слизнячок, не забываем про то, что у нас нижнее веко лежит на нашей прямой линии, слишком вниз я ее вообще никуда не веду, может быть нам небольшой миллиметр. Самая частая ошибка при рисовании радужки, ее рисуют ровно по центру раскрытых век. Такое может быть только когда человек удивлен, ну или просто анатомически. Чаще всего у нас радужка касается нижнего века, а за верхнее оно прячется. И мы рисуем его насквозь для того, чтобы нарисовать ровно зрачок, ровно посередине, чтобы он не уехал у нас, как это бывает иногда, вниз. Отмечаю также маленьким кружочком блик. Если мы рассмотрим глаз в профиль, то у нас хрусталик, он прозрачный, и свет проходит сквозь него. И поэтому мы получаем такой эффект, что сверху у нас блик, а снизу он чуть подсвечен. Плюс от верхнего века падает небольшая тень, которую я тоже показала. За счет нее получается такая глубина в нашем взгляде. Рисую радужки на нашем портрете, все делаю то же самое. Радужку рисую насквозь, но она заходит за верхнее веко, нижнего касается. Ровно по центру нее рисую маленький кружочек, как будто бы такой бублик получается. Это зрачок. И все заштриховываю, то, что мы сейчас узнали по тону. И теперь можно скруглить наши все угловатости лица. Скругляю скулы, скругляю подбородок. И мы переходим к шее. Шея у нас идет как бы от ушей и идет на уровне, где у нас заканчивается внешний уголок глаза. Или там, или где заканчивается зрачок. Если это женщина, то я делаю тонкую шею, если мужчина, то более широкую. Также будут более широкие и прямоугольные скулы. Шея переходит в плечи на уровне размера от подбородка до нижней губы. Я откладываю ее вниз от подбородка, вот эта прямая линия. Там начинается уже такой наклон плечей. И также добавляю линии мышц на шее к едильной ямке и ключиц такими, как крылья птиц. Уши находятся на расстоянии от бровей до кончиков носа. Тоже рисую сначала такими угловатыми, как уши эльфа, потом уже только скругляю кончики, рисую такую мякоть. Да, не забываем про мочку ушей. Для волос рисую галочки, одну выше, так как у нас волосы не приглажены к голове, а находятся на таком объеме на расстоянии от головы. И добавляю от них уже волосы, прорабатываю пробор, то есть мы видим какую-то часть волос вот здесь в проборе, какая-то у нас уже закрывает вот этот волос, который мы видим. Добавляем пробор таким треугольным уголочком, то есть если мы нарисуем ровную прямую линию, то это у нас будет как будто бы пробор такой по бриле. Да, у нас волосы потом уходят в одну тоненькую линию из треугольничка, да, в линию. Убираю уже дальше какие-то наши вспомогательные линии, подчищаю рисунок, добавляю тон между волосами и шеей, там у нас обычно темно. Также тон добавляю на пробор. На свет сверху слева, и поэтому левые половинки пробора у нас на свету, а правые в тени. То же самое, как у нас было со фильтрумом. Ну, какие-то небольшие локоны, проработку туда тоже на волос, то есть полностью их не прорисовываю. Теперь можно заняться самыми вкусными деталями, это бровями и ресницами. У меня есть отдельно небольшой маленький урок по ресницам, тут будет по подсказке, можете его посмотреть. Брови у нас расположены веером от переносицы, сначала даже некоторые волоски идут немножечко к переносице внутрь и постепенно прямо и в сторону, да, укладываясь по брови, по нашей вот этой вот заготовке. Ресницы тоже рисую по таким заготовленным лучикам, сначала по одной, потом добавляю к ним пучки, как на верхнее, так и на нижнее веко. И нам остается немного доработать портрет по тону, добавить небольших хотя бы теней, как такого стиля скетча. Я добавляю самые темные места, там, куда у нас не попадает свет на профиль лица. У нас отвернутые от света глаза, нос, верхняя губа, под нижней губой и подбородок. Именно в этих местах я прохожусь легким тоном. Это вот для какого-то самого простого, быстрого варианта для новичков. Именно вот там просто обычная штриховка под наклоном. И немного утемняю скулы. Также на шее под головой, то есть тень у нас от головы на шею падает. Так как свет сверху слева, то тень будет снизу справа. В завершение добавляю акценты супер мягким темным карандашом 6B, 5B, какой у вас самый мягкий есть. Это на верхнее веко, ноздри и разрез губ. Также немножко по волосам прохожусь, ресницы, брови, как бы уточняю весь портрет. Напоминаю, что полный подробный урок в реальном времени со всеми объяснениями доступен на Boosty. Также сейчас есть пару свободных окошек на индивидуальные уроки рисования и на разовые консультации по разбору ваших работ и советы по самостоятельному рисованию. Узнать все подробности и записаться можно по ссылке в описании. До новых встреч!